Всем привет, с вами канал Мешок с историями, меня зовут Константин, и это видео будет первым в длинном цикле о создании приключений, который я задумал и планирую выпускать в течение длительного промежутка времени, потому что информации о создании приключений очень много. Я постараюсь для вас ее структурировать, отобразить это все как некий процесс, по всем этапам которого мы с вами и пройдемся. И сегодня мы с вами рассматриваем концепцию приключения именно потому, что это основное. Это как бы ядро всего вашего приключения, на которое мы будем опираться, наращивая на него жирок, чтобы оно было более цельным и интересным. И вам, наверное, интересно, почему мы рассматриваем в первой части не сюжет, например, а именно концепцию. Ну, тут все очень просто. Концепция будет являться неким ядром, вокруг которого мы уже будем накручивать все остальное, будь это сюжет или еще какие-то вещи, связанные непосредственно с вашим приключением. Но для того, чтобы создать эту концепцию, продумать ее, нужно понимать, что является концепцией приключения, нужно понимать, как ее сделать и прочие вещи, связанные с ней. И именно об этом я хочу вам сейчас рассказать. Давайте начнем. Если объяснять кратко, то концепция приключения — это некая идея, например, ваша идея или ваше желание что-либо показать или использовать какой-то фрагмент, который вы видели. Может быть, в другом приключении, может быть, еще где-то. Так или иначе, это что-то, что вы обязательно хотите развить в своем будущем приключении. И для того, чтобы начать создавать свою концепцию, нужно понимать, что вообще может являться этой самой концепцией. И первое, что приходит на ум, это, конечно же, какая-то конкретная сцена. Вы где-то видели сцену, как, например, герои сражаются с драконом на вершине какой-то древней башни, вокруг шторм бушует, молнии бьют во все стороны. И вы смотрите на это или читаете об этом и задумываетесь, блин, хочу приключения, чтобы там была эта сцена. И от этого вы можете уже плясать. Все остальное придумается, неважно. У вас есть концепт, который крутится вокруг определенной сцены. Но помимо сцены, можно привязаться к некоторым персонажам. Допустим, вы придумали классного злодея. Неважно, кто он там, некромант, лич или просто какое-то чудовище, неизвестно откуда взявшееся. Так или иначе, вы можете развернуть все свое приключение вокруг этого конкретного персонажа и его гнусных злодеяний, с которыми игроки, например, будут бороться, или же помогать им. Гораздо глубже и интереснее будет строить концепцию от какой-то, например, идеи, которую вы дадите игрокам, которые будут играть в ваше приключение. Под идеей я подразумеваю не какую-то вашу идею на тему того, как это приключение должно выглядеть, а идею, которую вы дадите игрокам, цель, к которой они будут стремиться. Ну, например, я не знаю, построить таверну, как вам? Или, быть может, просто доставить груз из пункта А в пункт Б. Казалось бы, что может пойти не так? Да вообще все может пойти не так, сколько приключений уже было. Но если завернуть это в какую-то еще одну вашу идею или концепцию, это все уже сформируется в интересное приключение. И, наверное, самое излюбленное среди создателей приключения — это строить свою концепцию вокруг какого-либо места. Это могут быть какие-то пещеры, рудники, заброшенные руины, какой-то отдаленный остров. Так или иначе, это локация. Это самый, наверное, простой способ создать концепцию вашего будущего приключения. Вы просто берете некий кусок территории и на нем уже придумываете какие-то события, возможно, даже не связанные с этим местом. Интересной концепцией служит также попытка поиграть на чувствах игроков. Это очень интересно как концепция, когда вы хотите создать юмористическое приключение, прям полноценно юмористическое. Либо, например, вызвать чувство постоянной опасности, сделав какой-то хоррор, вдохновившись там какими-то фильмами, например, в жанре ужасы. Ведь большинство приключений, которые запоминаются игрокам, да и мастерам в том числе, они содержат в себе эмоции, они их вызывают. Вызывают как у игроков, так и у мастера. Нередки случаи, когда кто-то там рыдает над какой-то сценой, которая произошла по тем или иным причинам, или наоборот ужасаются, или очень смеются. Так или иначе, добавить эмоциональности вашему приключению будет здорово. И вы можете построить на этом свою концепцию, пытаясь создать, например, именно эмоциональное приключение. Существует еще множество вещей, которые вы можете использовать как концепцию, но, как правило, это то или иное сочетание тех вещей, которые я уже перечислил. Можете сами изобретать
вещи, которые будут являться концепцией приключения, тут как бы вы ограничены лишь вашей фантазией. Я же предлагаю какие-то рабочие варианты, которые я лично, например, использовал. И открытым остается вопрос, а что если у меня нету концепции приключения? Откуда же мне ее взять? Ну, тут все на самом деле очень просто. Тут нужно перейти немножко к другой теме, но тоже связанной с концепцией приключения. Да, все верно. Вдохновение. Без вдохновения никуда. Лишь вдохновившись чем-то, что мы встретили, или вдохновившись своим собственным опытом, мы сможем что-то создать. На основе этого, либо нет. Это не воровство, это вдохновение. Не надо путать, это важно. Ну и найти это вдохновение для создания собственной концепции можно из огромного количества источников, благо настольно-ролевые игры абсолютно ничем не ограничены и не загоняют вас в какие-либо рамки. Лишь вы сами можете загнать себя в какие-то рамки, но об этом мы поговорим чуть позже. Давайте же посмотрим, где нам черпать вдохновение. И самым первым, и самым, наверное, основным будет прочтение чужих приключений, каких-то больших компаний или отдельных приключений. Причем не обязательно выбирать приключения в том жанре, в котором вы хотите свое создать. Объективно вдохновляйтесь интересными механиками, возможно, некоторыми интересными чудовищами там, или интересными NPC. Так или иначе, вы можете вдохновляться всем, чем захотите. И я еще раз напоминаю, это заимствование, оно вполне уместно. Ну, естественно, можно, конечно, взять и полностью переписать чужое приключение, изменив лишь пару деталей. Но будет ли у вас чувство удовлетворения от того, что вы создали что-то свое? Конечно же, нет. Именно поэтому мы лишь вдохновляемся какими-то отдельными деталями, которые запали нам в душу. Но если вам претит мысль читать чужие приключения, и вы хотите только создавать свои, ну, либо вы хотите донасытить свои познания, самый лучший, вечный буквально источник вдохновения — это книги. Читайте как можно больше. И я буду говорить об этом, наверное, на протяжении всего нашего цикла. Чем больше вы читаете, тем интереснее сюжеты вы можете создавать. Тем больше вы знаете о тех мирах и механизмах, которые происходят в интересной вам, скажем так, жанре. И тем больше вы можете каких-то вещей заимствовать и применять. Либо перерабатывать, либо совмещать. В общем, опций очень много. Ну и ваш общий уровень эрудированности, естественно, будет повышаться, что тоже приятно скажется на создании приключений, да и на жизни в целом. Сюда же точно так же подходит и просмотр каких-то кинофильмов, сериалов и прочего творчества, которое можете найти, вплоть до чтения сказок, сюжеты из которых, кстати, тоже можно использовать как концепцию для приключения. Отлично заходит. Ну, например, создайте приключения по сюжету Красной Шапочки и используйте систему Зов Ктулху для этого. Я бы такое поиграл с удовольствием. Ну и ни для кого не секрет, что основным источником вдохновения для большинства авторов, неважно, фильмов, книг там или еще чего-то, является история и мифология нашей с вами планетки прекрасной, нашего мира. И ознакомливаясь с историей и мифологией, вы можете черпать оттуда вдохновение в огромных, безумных просто количествах. Можете использовать те сюжеты, которые там были, которые другие люди брали, перерабатывали и создавали то, чем вы вдохновляетесь через книги, фильмы и прочее. Именно мифология заложила какие-то вещи, которые сейчас являются клишированными, например. Поэтому никто не запрещает вам обратиться к этому первоисточнику восхитительному и взять там что-то для себя. Особенно бестиарий Древней Греции, например, очень крутой. Его можно как-то перерабатывать. Стоит также отметить, что если вы являетесь специалистом в какой-то теме, ну, чем-то увлекаетесь, например, вы можете использовать это как основу для своей концепции. Допустим, вы работаете на заводе. Вы круто понимаете, как вообще завод функционирует, как он внутри выглядит там. Потому что, уверяю вас, огромное количество людей не в курсе, как завод выглядит изнутри. Это вот прям гарантированно. И вы, как работник завода, можете придумать интересные приключения, события, которые будут разворачиваться на заводе. И это даст очень атмосферное, так сказать, погружение во все это, если вы детально все разложите и лаконично впишите какие-то элементы, знакомые вам, в ваше приключение. И вот вы сидите, начитавшись книг, значит, начитавшись чужих приключений, насмотревшись фильмов, а концепция все никак не формируется. Надо как-то этому делу помочь. Помочь этому очень просто. Ваша фантазия, по факту, и является к этому ключом.
И разогнать вашу фантазию вам поможет насмотренность. Насмотренность является профессиональным термином людей творческих, которые занимаются созданием чего-либо нового, креативного, чего никогда вообще нигде не было. И они пользуются этим термином, чтобы развиваться. Именно так. Для того, чтобы что-то создавать новое, нужно черпать информацию, схожую с тем, что вы хотите создать. Это является насмотренностью. И суть очень проста. Чем больше вы будете погружаться в какие-то сюжеты и истории, тем лучше вы будете создавать собственные сюжеты и истории. Все очень просто. Изучайте то, что было создано, и проецируете полученные знания на то, что создаете вы. И немаловажным фактором тут будет являться развитие вашей собственной фантазии. И если вы считаете, что у вас нет фантазии, вы очень сильно заблуждаетесь. Фантазия есть у всех, потому что фантазия с научной точки зрения — это просто способность создавать образы и какие-то сюжеты в своем воображении. Вот и все. Воображение у вас есть? И есть. Значит, и фантазия есть. А если у вас что-то есть, это можно прокачать. Мы же с вами в настольно-ролевые игры играем, мы прекрасно знаем, что навыки можно прокачивать. Именно этим мы и занимаемся, повышая нашу насмотренность. Наша фантазия начинает работать гораздо лучше. И я в очередной раз вам напомню, что не обязательно увлекаться только одним жанром. Всегда нужно заглядывать немножко за грань того кругозора, который вы себе обозначили как сильно вас интересующий. Потому что подчерпнуть какие-то идеи, увидеть что-то новое можно и у коллег, скажем так. И вот мы с вами насмотрелись, начитались, набрались каких-то идей, начали раскручивать у себя в голове какие-то темы, что-то додумывать, и у нас уже начала формироваться концепция. Как это понять? Очень просто. Вы начинаете задумываться о том, что бы вы хотели видеть в вашем приключении, вокруг чего оно должно строиться. Но для того, чтобы не тратить время попусту, сейчас мы с вами начнем выстраивать стены. Ограничения в этом деле очень важны. Фантазия штука такая, что может унести вас очень далеко от изначальной концепции, и вы можете полностью выбиться из того, что вам нужно. Отойти от своей цели настолько далеко, что, возможно, вы начнете заниматься совсем не тем, чем хотели изначально. И на данном этапе вам важно на зачатке вашей концепции нарастить непосредственно информацию и ограничить себя в ее выборе. И самое главное, с чего стоит начать, это определиться с жанром вашего будущего приключения. На какой жанр, как на бутербродик, мы будем намазывать вашу концепцию. Это очень важно. Это может быть фэнтези, это может быть какая-то научная фантастика, это может быть ужасы, это может быть городское фэнтези, неважно. Жанров очень много, и вы сами вольны определиться с выбором. Вы же посмотрели много фильмов и прочитали много книжек, верно? Вот, значит, вы разбираетесь в жанрах. Выбор жанра уже загонит вас в определенные рамки. Вы уже не сможете выйти за рамки этого жанра со своей концепцией, как бы вам ни хотелось. Нет, вы, конечно, можете, но зачем? Вы же сами определились с тем, что вам нужно для вашего приключения. И следующим этапом будет логично уже выбрать какую-то настольно-ролевую систему для вашего будущего приключения. Это в целом не является обязательным, но для того, чтобы упростить себе задачу, будет здорово выбрать на этом этапе. Хотя, опять же, никто вам не запрещает чуть-чуть усложнить себе жизнь и создать приключение просто жанровое. А уж те, кто будет проводить это приключение, вы или кто-то другой, подберут систему, которая им больше по душе. Но это лишит нас возможности выстроить еще пару заборов вокруг нашей концепции, поэтому мы будем придерживаться логики, что мы все-таки определяемся с сеттингом и будем выстраивать стены вокруг нашей концепции в виде ограничений, которые дает сама система. А система, как правило, диктует правила, и система дает нам механизмы взаимодействия с миром и четко прописывает, что можно, а что нельзя. И, исходя из этого, чтобы не городить какой-то огород из своих правил, хотя к этому тоже можно прибегнуть, но это не обязательно, вы сможете себя ограничивать и ограничивать повествование в определенных рамках, скажем так, держать действие. О действии тоже стоит отдельно упомянуть. Вы можете ограничить себя временными рамками, ограничить свое приключение. И если ваша концепция к этому располагает, вы можете поставить, скажем так, выбрать диапазон. Выбрать диапазон, в котором будут происходить события, которые связаны с вашей концепцией.
Это может быть несколько лет или пара дней, решать вам. Но это ограничит вас в придумывании чего-то лишнего, не нужно. Как пример, за несколько лет в том же самом фэнтезийном королевстве что-то может измениться, и вам по-хорошему нужно будет это учитывать. А вот за пару дней вряд ли что-то изменится даже в жизни обычных горожан. Даже если на них повлияют какие-то трагические события, созданные вашими героями или созданные для ваших героев. Если ваша концепция вертится не вокруг какой-то определенной местности, то сейчас самое лучшее время зонировать свою концепцию. Зонировать, и я имею в виду, это выбрать приблизительно локации, на которых будет происходить действие. Будет это, например, какой-то отдаленный остров, который я уже упоминал ранее, или все будет происходить в одном подземелье, или, например, вашим игрокам, вашим героям предстоит пересечь целый континент, или совершить мореплавание. Так или иначе, приблизительно нужно понять, в каких локациях будет происходить действие. В очередной раз напомню, что все это не нужно продумывать детально, и даже, в принципе, записывать не обязательно, но можно. Здесь я не вправе вам что-то запрещать. В идеале держать все это в голове и накручивать на вашу концепцию. Поразмыслив над этим пару дней, может быть пару недель, кому как удобней, возможно записав, возможно нет, у вас уже будет достаточно ограниченная концепция, готовая к следующему, скажем так, этапу. И если в процессе продумывания всей концепции вы захотите еще в чем-то себя ограничить, вы вольны это сделать. Это упростит вам жизнь. Ограничений существует множество, и поэтому вы можете себе какие-то вещи заблокировать, которые не будут использоваться ни в коем случае, и вы будете их избегать при дальнейшем планировании. Либо можете записать, добавить концепции, другие концепции на этом моменте, которые вы бы хотели видеть. Опять же, это могут быть какие-то сцены, какие-то места и все, что я уже перечислял ранее. Ограничивать себя очень важно, дабы не распыляться. Потому что самая основная ошибка большинства людей, которые начинают создавать приключения, они начинают создавать целый мир под свое приключение. Огромный мир. Так вот, не надо создавать миры. Я вам серьезно говорю, создавайте приключения, если вы хотите этого. Потому что, создавая мир, вы, вероятнее всего, бросите эту затею где-то на 15-м колене нынешнего короля, продумывая это все. Ну, либо описывая местную революцию. Так или иначе, это очень долгий, очень муторный процесс, о котором, возможно, будет отдельный цикл, но это маловероятно. Хотя почему маловероятно? Очень даже вероятно. А теперь давайте подытожим. Продумывание концепции и создание ее как следствие является самой основной частью, с которой стоит подойти к созданию приключения. Найдите в себе вдохновение, поднимайте свою насмотренность, формируйте из этого концепции, наращивайте на них информацию, кидывайте туда идеи и другие концепции, вот огромный котел. Выстроите себе заборы, ограничьте себя, чтобы не распыляться. И тогда вы сформируете замечательную концепцию и сможете перейти к следующему этапу, а конкретно к созданию сюжета. О сюжете мы с вами поговорим в следующем видео этого цикла. Когда оно выйдет, я точно не скажу, но надеюсь, что в ближайшее время. И это во многом зависит еще и от вас. Если вам понравилось начало и информация, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, повышайте вашу насмотренность, смотря наши ролевки, ну и забегайте на периодически проводимые трансляции, чтобы пообщаться. Также напомню, что у нас есть Telegram, в котором мы частенько обсуждаем различные штуки из настольно-ролевых игр, а также можем обсудить вашу концепцию. И если после просмотра этого видео вы таки придумали какую-то концепцию и не хотите скрывать ее от всех, можете написать ее в комментариях. На самом деле нельзя просто что-то рассказывать и ничего при этом не делать. Я параллельно с выходом этих видео тоже буду создавать приключения. И у меня уже есть концепция. Концепция у меня пока что очень простая. Я недавно смотрел «Голодные игры» и хочу воссоздать, скажем так, концепцию турнира, который там проводился, но со своими особенностями. Я выбрал, что это будет фэнтезийный
жанр и ограничил себя до системы ДНД. Ну, как самый популярный, самый известный, и на ней нам проще всего будет с вами взаимодействовать. И моя концепция пока что сформирована только вот так. Больше я туда пока что ничего не запихивал. Только то, что я хочу увидеть. А вам я могу лишь пожелать удачи в создании собственной концепции, в продумывании ее и развертывании. И увидимся с вами в ролике про сюжет.